Здорово, гайс. Как вы все наверняка знаете, Майкл Заки является фанатом манги Берсерк, из-за чего в каждом его творении можно обнаружить тысячи отсылок к этой манге, в том числе похожие доспехи, оружие, мувсеты. Благодаря этому в любой игре Бабадзаки можно собраться как Гатс. И многие игроки так и делают. Они собирают билд Гатса и с кайфом проходят игру, но почему-то никто особо даже и не пытается собраться, например, как Гриффит. И я решил исправить эту несправедливость, собрать и протестировать билд Гриффита в каждом соусе. И начать я решил, конечно же, с Dark Souls 1. Я решил взять класс странника, так как у него куча ловкости. В качестве дара берем отмычку, чтобы попасть к Хавелу и скипнуть богомерзкие глубины. Тактор персонажа в DS1 своеобразный, поэтому создать что-то похожее на Гриффита довольно сложно. Единственное, что можно сделать, так это длинные серебристые волосы, синие глаза, ну и убрать пухленькие щечки. Ну и конечно же добавим немного фембойности. Появляемся в камере, забираем ключ и просто дефолтно проходим обучение, тут ничего сложного. Сжигаем костер, пробегаем круглика, зажигаем еще один костер. Забираем абсолютно ненужный для нас щит и топовую сабельку, которую мы, anyway, скоро заменим все равно. Ну ладно, нужно еще забрать Эстус. Забираем Эстус, ну и, соответственно, убиваем демона прибежище и валим отсюда. В Лардран. Ну, для начала по прибытию в Лардран пособираем всякий хлам в храме огня. В самом Анденбурге нас не интересует особо ничего, кроме костра и торговца нежити. У него мы покупаем кольчугу и рапиру. Все. Теперь мы хоть немного похожи на Гриффита. Да, кольчуга, конечно, совершенно не похожа на то, что носил Гриффит, но на данном этапе игры это единственное, что мы можем себе позволить. Ибо сет Серебряного Рыцаря, который довольно похож на броню Гриффита, лежит в Анорлонда, а нам еще до него как до Китая раком. Остальные доспехи, которые мы можем найти на данный момент игры, вообще ничем не похожи. Как я потом понял, рапира хороша только если играть через парирование и репосты. Ибо простые атаки наносят какой-то невероятно маленький урон даже при высокой прокачке. Но зато она имеет буст к критическому урону, поэтому гуманоидных противников ей убивать довольно легко. Но от всяких монстров и прочих довольно проблематично. Ну ладно. Также у торговца нежити нужно забрать его жизнь. Не хочется тратить души на ключик от дома, в котором лежит золотой лубрикант для нашей рапиры. На будущее сразу открыл дверь к Хавелу, его мы убьем чуток позже. А сейчас нам нужно разобраться с демоном-тельцом. Да, я не ожидал, что урон будет настолько маленький. Эта рапира, это реально оружие только для репостов, но что поделать. Эсток не особо лучше, а Рикардо рапира лежит в крепости Сена. Ну и как потом оказалось, без прокачки на плюс 15-40 ловкости она не особо сильно лучше. Ну ладно, свидев фразу 3 самому первому и самому простому боссу, убиваем его, знакомимся с Соллером и пытаемся открыть шоткат костру. И тут в мою голову пришла гениальнейшая идея не открывать никаких шорткатов и просто пробежать церквушку, пока нежить не закрыла ворота. Ну и результат, ну, вы сами видите. Ладно, качаем нашу рапиру на все бабки и забираем душу хранительницы. Кстати, обязательно нужно забрать кольцо у Лотрика, это куча халявных хп и стамины. Но для начала по пути к нему нужно обязательно 3 раза свидеть от бомжей. Вот тут я окончательно убедился, что рассчитывать на нормальный урон обычными атаками не придется. Он умирает за 3 парирования, в то время как, если ковырять обычными атаками, потратите минут 5 своего времени. Как бы такая себе перспектива. Но это колечко того стоит, конечно же. А поднятые с него бабки еще сильнее апнул рапирку, и особо ничего не поменялось. Да, урон все такой же. В общем, не очень.
Идем за горгулями. И это просто какой-то, блять, ужас. Урон по ним вроде неплохой, но я убил их с 3-й или 4-й попытки только. И то использовал золотую смазку. Но Гриффит, насколько я знаю, не использовал никаких золотых смазок. Особенно в бою. Поэтому не канон, к сожалению. Наконец-то звонит колокол. Кстати, а вы знали, что когда вы слышите колокольный звон на этой локации, это означает, что другой игрок в своем мире прямо сейчас позвонил в колокол. Вот такие вот мультиплеерные гиммики есть в Dark Souls 1. По пути в Храм Огня обязательно фидим. Полученные души я, кстати, вкинул в силу и ловкость. А теперь мы отправляемся в одну из самых неприятных локаций. Чумной город. Но, к счастью, левел дизайн Dark Souls 1 штука довольно интересная. Позволяет нам скипнуть глубины и попасть сразу в конец Чумного города, где от нас потребуется только спуститься и дойти до костра. Все, можно сразу идти на Квилек. Кстати, да, совсем забыл. По пути сюда я убил Хавела и забрал его колечко. Ну так, на будущее. Ну ладно, возвращаемся в Чумной город и бежим к Квилек. Квилек не представляет особо никакой сложности, особенно если стоять в ее правом боку. Достаточно только отбегать от ее взрыва. Но его каст очень легко заметить. Но урон все равно копеечный. 25 урона за одну атаку. Ладно, убиваем Квилек и звоним второй колокол. Также не забываем на будущее зажечь костер у прекрасной госпожи. Кстати, Энги можно и не убивать. Вы можете пройти в сторону Изолиты и, атаковав и забайтив вот это вот на граб атаку, заразиться местным спидом, и после этого у вас взорвется башка и оттуда вылезет червяк. Да. Тогда Энги вас пропустит к прекрасной госпоже. Вылечиться от этого можно при помощи лекарства от яиц, его он выдаст Энги сразу после разговора с ним. Ну или если вы его убьете. Ладно, тут нам больше делать нечего. Отправляемся в крепость Сена. Там мы найдем следующую нужную нам пушку. Перед проходом в крепость Сена я закупился титанитом и купил себе ящик для заточки оружия кузнеца Андре. И все. Вот теперь можно идти к крепости Сена. Вообще неоднократно слышал от многих людей в комьюнити, в том числе и от тех, с кем я общаюсь, о том, что крепость Сена это вообще буквально самая худшая локация в игре. Потому что тут, много ловушек. Но я, честно, не понимаю, в чем проблема. Локация проходится буквально минут за 5, и все, что от вас требуется, так это быть внимательным и никуда не торопиться. Как, впрочем, и вся остальная игра. В общем, прохождение локации не вызывает никаких проблем, особенно если просто скипать всех врагов. Да, потому что урон рапиры просто отвратительный. Тащим-то тут мы наконец-то забираем новое оружие, которое потенциально может наносить кучу урона. Правда, если его нормально заточить и вкачать нормально ловкости. Но я не думаю, что это особо какая-то проблема. Да, это Рикардова рапира. Как я понял, вся ее фишка в силовой атаке, так как она быстро наносит полный урон от атаки несколько раз. И хорошо скейлится от ловкости. Ну а также она просто красивая сама по себе. Ну вот только посмотрите на этого красавчика, ну вылитый Гриффит. Джек, кстати, сразу прокачал ее до плюс 9 и вкинул немного душ в хп. Вы знаете, я ожидал, что я сейчас зайду на арену с стальным големом, ну и быстренько его расковыряю новой пушечкой. Но нет. Урон вообще почти не изменился. Единственное, что да, силовая атака неплоха. И тут, сука, я понял, что все-таки придется переться в глубины за углем. И это нужно переться назад из крепости Сена, идти убивать капра демона, открывать шорткат и возвращаться обратно. И все это ради небольшой прокачки в этой вонючей рапиры. Ну теперь-то я точно убью этого голема. Хочу арену, бля! Очкастую покинутую суку, блять! Увидит нахуй. Ладно, значит придется все-таки убить гиганта, который кидается этими вонючими горшками. Вот теперь-то другое дело. Можно отправляться в Анор Лондо. Эх, Анор Лондо. Наверное, одна из самых красивых локаций вообще в истории видеоигр в принципе. Красивые задники, интересная архитектура, да и геймплейно сама локация выглядит довольно интересно.
ИГД успешный процветающий город богов, в котором почти не осталось ни одной живой разумной души. Кстати, да, я наконец-то прокачал флягу. И да, я только тут вспомнил о том, что забыл подобрать еще одну душу-хранительницу в темном городе. Я думаю, это уже не столь важно. В общем, стандартно проходим локацию, убиваем горгулей, наказываем серебряных рыцарей, встречаемся с Одром и зажигаем костер. А вот и то, чего мы все так долго ждали. Нормальный сет, который хоть немного похож на то, что носил Гриф. Сет серебряных рыцарей. Пластинчатые поножи и наручи, похожие на плечники. Не хватает только аутентичного шлема. Но ничего, переживем. Кинул немного душу ловкости и восстановил человечность. И тут же ко мне вторгся игрок. Ну и, естественно, он поплатился за свою ошибку. Он стал преградой на пути к мечте. И был за это наказан. Ну ладно. Впереди меня ожидало уже мое наказание. Арнштейн и Смоук. И подумайте, конечно, что это нытье, но, блять, какого хуя эти два придурка всегда атакуют одновременно? По идее, один должен плестись где-то в километре, второй постоянно в меня влетать. Но так получается, что они постоянно атакуют одновременно. Получается, что ты, задоджив атаку условного Арнштейна, моментально ловишь атаку от Смоук, просто который ты не можешь задоджить. Ну или это я мудак и нихуя не разбираюсь, не умею играть. Как посмотреть. Короче, с третьего они отлетели, и что самое удивительное, так это нормальный урон по ним этой рапирой. Вот это меня удивило. Ладно, нас уже заждалась мадемуазель Гвиневер, то бишь дивный сундук, как ее еще называют в комьюнити, да. Забираем у нее великую чашу. И теперь мы наконец-то можем телепортироваться. И теперь мы можем забрать очень большой уголь в руинах Нового Лонда. Руины Нового Лонда — локация, которую ненавидит абсолютно каждый игрок в первой Dark Souls. Попасть в нее можно буквально в самом начале игры, порвать себе всю жопу от непонимания, куда идти и что делать. Со мной произошло нечто подобное в мое первое прохождение. После Антетбурга я не знал, куда идти. Проход в катакомбы я просто не заметил, так же как и проход в глубину около капра демона. Я решил, что руины Нового Лонда — это единственное место, куда я могу сейчас пойти. Ну и сами понимаете, что меня там ждало. А местные враги — призраки, которых можно убить только будучи проклятым или проклятым оружием, это вообще нечто нахуй. Главное, что у них есть коллизия, из-за чего игрок не может пробежать сквозь них. Но они спокойно могут перемещаться сквозь любые стены, любые объекты, так еще и по любой оси. Очень честно, мастер Бабадзаки. Да, блять. В общем, забираем ключ от печати у Ингварда, сливаем водичку и премся за углем. Кстати, нужно нам контентит дропается с темных духов в этой же локации. Правда, с довольно маленьким шансом. Поэтому, если будете фармить, обязательно надевайте кольцо золотого змея и хавайте 10 человечности. Ну и еще я нашел 2 штуки в сундуках. Здесь и здесь. Найденным титанитом я смог завести свою рапирку до плюс 13. Что уже довольно неплохо, кстати. А дальше мы отправляемся в сад темных корней. Локация с довольно интересным и атмосферным дизайном. Попасть в нее можно, купив у Андре ключ за целых 20к душ, либо же окольными путями. Я выбрал второй вариант, так как меня жаба душит платить такие бабки. Кстати, раз уж на то пошло, я заглянул в гости к бабочке. Увы, но ничего противопоставить Гриффиту она не смогла. Не отлетела всего за 2 силовые атаки, лол. Вы, кстати, знали, что в этой локации есть костер? Я вот недавно узнал и был крайне шокирован, что все это время тут была иллюзорная стена, а за ней костер. Ну ладно, бежим через гидру в сад темных корней, тратя на это целых 5 минут своего времени, когда можно было купить ключ и потратить всего минуту. Подходим к памятнику и встречаем, к сожалению, обязательного босса. Сив, Великий Волк. Мой самый любимый в игре, после Гвина и самого Арториуса. Босс самой печальной истории, которая лично меня пробивала на слезы в свое время. Когда у него остается процентов 20 хп, у него меняется анимация, и его становится еще больше жалко. Бабадзака, бездушная ты скотина. С кольцом Арториуса теперь можно отправляться убивать 4 королей.
Но все не так просто. Я, конечно, попробовал сходить на 4 королей, но вот урон, который я им наносил, оставляет желать лучшего. Поэтому я все-таки решил докачать свою рапирку до плюс 15. Недостающие обломки я за кадром выбил с темных духов, а за куском титанита я отправился в начальную локацию. Он дропает из бродячего демона. Босс невероятно легкий. Просто делаешь пару ударов и убегаешь либо вперед, либо назад. Все, 1 минута и кусок титанита наш. Вот с такой вот пушечкой уже можно игру заканчивать. Сам босс тоже оказался невероятно легкий, особенно если стоять к нему вплотную, так как таким образом бить у нас будет только рукояткой своего меча и наносить невероятно копеечный урон. Все, говорим с Каасом, ставим великую чашу. Осталось всего 3 потенциальных направлений, и каждый, блять, хуже другого. У нас на выбор Изолит, архивы герцога и катакомбы. Вот именно в катакомбы я и решил отправиться. Про катакомбы сказать вообще абсолютно нечего, просто проходняк. Тут есть пара секретов и все такое, ну, в основном да, сказать про нее нечего. Ну, конечно же, кроме самого сильного и самого сложного босса в игре. Вихрь! А вот следующая локация... Ну, я думаю, каждый, кто играл в первый Dark Souls, прекрасно понимает, что это за локация. Тут, в принципе, отсутствует освещение. Локация представляет из себя не просто темноту, даже света от персонажа нет. Единственное спасение — это фонарь, который, кстати, как я понял, технически работает как щит, так как из-под него можно бить рапиры, как из-за щита. Либо чудо света, но наш Гриффит не маг, и такой роскоши у него нету. Поэтому придется довольствоваться лишь этим убогим фонарем. По пути встретил своего любимого лоскутика. Конечно, я повелся на его обман и угодил в пропасть, где залутал немножечко душ, но еще помог местной магичке избавить ее компаньонов от страданий, за что получил награду чудо восстановления. Конечно же, бесполезная для нас. Открываем костер, и я решил его апнуть, так как у меня было целых 3 человечности, которые просто грех не потратить. Ну ладно, по пути пару раз сдох из-за того, что забыл куда идти, но я все-таки добрался до Нита. Босс, ну, честно, не вызывает никаких проблем. Единственное, что бесит, это его 1000 миньонов, которые раздражают тебя. Но он их сам убивает. А так босс половиной даже своих атак не попадает, если стоять к нему вплотную. Получаем еще одну великую душу в наш кармашек. Ну а дальше я пошел в Изолит. Довольно пустая локация. Перед тем, как попасть в сам Изолит, нужно пройти руины демонов. Тут аж целых 3 босса. И первым нас встречает неутомимый воин. Абсолютно немощный босс. Улетает за минуту вообще без каких-либо усилий. Чуть дальше, после толпы капродемонов, нас будет ждать очередной демон-прибежище. Уже 3-й по счету в этой игре. И он, кроме визуала, абсолютно ничем, блять, не отличается от предыдущих. Но опять же, наилегчайший босс. Ну и демон-станок. Также ничего сложного. Просто стоишь, уклоняешься от атак и бьешь по ногам. С него падает колечко, без которого невозможно прохождение следующей локации, так как она полностью состоит из лавы. Встречаем нашего любимчика Солера, который так и не смог найти свое солнце. Зажигаем очередной костер, и вот он, забытый Изолит. Кроме непонятных ног тут также ничего нет, только лава, пару душ, пару построек непонятных, и самое главное — это костер за иллюзорной стеной. Ну а теперь нам предстоит сразиться с, если это так можно назвать, боссом ложи хаоса. Самый отвратительный и мерзкий босс в игре. Я про него даже ничего говорить не хочу. Спасибо хоть за то, что прогресс сохраняется при смерти. Забираем еще одну великую душу, и у нас осталась последняя локация. Архивы герцога. Изначально я минут 5 не мог зажечь этот костер, но потом в итоге забил. Все равно бесполезен, он нам не нужен. Нам все равно придется спидить в этой локации. Кстати, через туманную стену можно выйти. Да, хотя непонятно, зачем это сделано. Если знаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто не могу представить, для чего это нужно. После смерти от Нагого Сита мы попадаем в камеру,
Ключик падает с этого змееголового. Убираемся оттуда, забираем ключ и поднимаемся по лестнице. Вот теперь-то мы наконец-то свободны. Как говорил сам маэстро, он хотел сделать эту локацию похожей по атмосфере на Гарри Поттера. Отсюда и куча книжек, вращающиеся лестницы. В общем, попадаем на улицу и попадаем в кристальный грот. Мэтр Миядзаки забрал у работяг пол, да. Вся фишка этой локации в невидимых тропах, с которых легко упасть и заново пробегать весь этот путь. В общем, попадаем в логово Нагого Сита, где он хранит кристалл бессмертия. Наглым образом ломаем его и наказываем самого Нагого Сита. Босс просто примитивнейший, так же как остальные боссы в этой игре. Не попадает даже половины своих атак и активно впитывает весь урон, что вы можете нанести. Тащим-то забираем последнюю великую душу, и у нас остался последний босс. Финальный босс Гвин. Закидываем великие души в чашу и открываем путь в горнило первого пламени. Невероятно красивая и атмосферная локация. Хотелось бы, конечно, побольше по ней погулять, но единственное, что тут есть, так это босс-файт с Гвином, парочка черных рыцарей и все. Сам Гвин, финальный босс этой игры, и важная шишка в лоре соусов, между прочим. Он на изи убивается парированием, но необычными атаками тоже заходит неплохой урон. Но в отличие от других боссов в этой игре, он хоть чуток, но заставляет поднапрячься. А еще у него невероятно красивый саундтрек, который, кстати, написан полностью на белых клавишах на пианино, что символизирует его неприязнь к тьме. И тут я проебался. Я хотел активировать концовку Темного Повелителя, чтобы стать Темным Лордом и заиметь свое королевство, исполнить свою мечту, так сказать. Но по привычке случайно активировал костер. Да. Игра пройдена хоть и не на ту концовку, что я хотел, но все же. Что хочу сказать. Билд Гриффита, конечно, не полный мусор, и визуально, по крайней мере, он выглядит довольно неплохо. Но точно не дотягивает по силе до билда Гатса. Из-за чего делаю вывод, что Бабадзаки не очень любит Гриффита. Что на самом деле очень странно. Ведь о его любви к фембоям знает уже каждый игрок в Соулса. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь. До скорого.